Приветствую вас на канале Рецепт вкусной жизни. Меня зовут Настя Лосева. Сегодня у нас очередной подробный выпуск про выпекание хлеба. Я буду печь хлеб на ваших глазах, показывать весь процесс, комментировать буду и процесс, и отвечать на некоторые вопросы, которые вы мне задаете в видео. Для того, чтобы быть в курсе и печь хлеб вместе со мной, предлагаю вам подписаться на телеграм-канал. Здесь я более подробно буду рассказывать про выпекание хлеба. Итак, мы с вами сделали цельнозерновую закваску, которую делали примерно неделю, 10 дней. Я показывала, как можно сделать квас на излишках закваски, чтобы ее не выбрасывать. И теперь, когда закваска у нас готова, мы можем сделать хлеб с добавлением ржаной муки. Классический рецепт. Сейчас я показываю вам. Рецепт у меня небольшой на одну булочку. Классический рецепт, который я делаю, это 650-700 мл воды, 11 грамм соли, 35 грамм меда и 1 килограмм муки. Примерно 200 грамм из этого я добавляю ржаной цельнозерновой, и остальное могу комбинировать пшеничную и пшеничную цельновую, пшеничную с отрубями муку и так далее. В этот раз я еще буду добавлять семя льна. Оно очень подходит к хлебу. Сейчас вы видите, что тесто, которое мы с вами делаем, замешивать абсолютно не надо. Главное, чтобы вся мука намокла вот в этой жидкости, которую мы с вами приготовили. Тесто получается как пластилин, очень вязкое, непослушное, поэтому очень желательно иметь вот такой небольшой шкребок, которым вы можете себе помогать. Однако это не обязательно. На первых порах, когда я занималась выпечкой хлеба, я использовала просто нож, тыльной стороной которого соскребала вот эту муку, это тесто. Дальше я просто мочу руку в воде, и она уже не прилипает к тесту. Вот так его обминаю, закрываю крышкой и оставляю на столе. Затем нужно будет тесто 3 раза вытянуть. Об этом я показывала в прошлом рецепте. Посмотрите, пожалуйста. Если будут вопросы, пишите, буду рада ответить. И затем уже поставить в холодильник на тот срок, который вам надо. Тесто в холодильнике можно хранить до 3 дней без всяких изменений. Оно будет только лучше и вкуснее становиться. Сразу же я кормлю закваску, которая у меня осталась в баночке. Сначала делаю чуть более жидкую, чтобы смыть все остатки закваски со стенок. Вот так прям качественно сошкребаю, потому что это и есть те самые полезные дрожжи, которые накапливаются. Поэтому хорошенечко вот так вот размешиваю, смывая все остатки закваски со стенок банки, и потом уже добавляю дальше муку до той консистенции, которая мне нужна. Консистенцию я сейчас уже все делаю на глаз, и сейчас покажу, какая должна быть консистенция очень густой сметаны, которая вот прям не стекает с ложки. Затем я закваску оставляю на буквально часик на столе, чтобы она немножко созрела, и убираю в холодильник, если она мне больше не нужна. Ну и дальше начинаю по схеме подкармливать. Тесто после 3 вытягиваний становится эластичное, очень податливое. И затем я его убираю также в холодильник на холодную ферментацию. Хлеб я выпекаю минимум через сутки после того, как завела тесто, для того, чтобы прошла холодная ферментация. И вот этот белок, глютен, полностью хорошо мог усваиваться. Если вы хотите выпекать полезный хлеб, то не пренебрегайте вот этой возможностью дать хлебу дополнительную возможность ферментироваться. Вот сейчас я показываю, какая густая должна быть закваска. Ферментация придает хлебу дополнительный вкус. Вы видите, что мы не кладем никакие специи, никакие дополнительные усилители вкуса. Но хлеб пахнет замечательно, как будто бы вы в него добавили огромное количество разных специй. Запахи раздаются по квартире просто невероятные. Я хочу вас сразу предупредить, что тот хлеб, который вы делаете сами, по вкусу очень и по текстуре очень сильно отличается от покупного хлеба. Он более сытный, вы им лучше наедаетесь. То есть вы не съедите полбулки этого хлеба, потому что он действительно очень сытный и работает как сложные углеводы.
Вот у меня готово Вы сейчас видите тесто, которое простояло в холодильнике на холодной ферментации 2 суток. Посмотрите, какое оно пористое. Оно такое плотное, потому что оно из цельнозерновой ржаной муки. Кстати, очень отличается хлеб на ржаной муке от пшеничной. Вы не ждите, что он будет такой же пористый, как пшеничный, и такой же мягкий. Он будет более плотный, более вкусный, ароматный хлеб. Еще я пользуюсь вот таким шкребком металлическим, который помогает мне работать именно вот на столешнице, чтобы не припылять слишком много муки. Я пытаюсь вот так вот растягиваю этот хлеб и складываю его конвертиком на 4 раза. И у меня получается такая вот полуквадратная, полуовальная булочка. Можно, конечно, использовать различные формы для изготовления хлеба и выпекания. Но вот я использую как и формы, так и более круглый. Вот в более круглой форме, мне кажется, получается больше корочки. Я корочку очень люблю, поэтому вот выпекаю именно такой хлебушек. Напомню, что это у меня будет хлеб наполовину из цельнозерновой ржаной муки с добавлением семени Друзья мои, вот льна. такую булочку хлеба я сформировала. Посмотрите, какая она хорошенькая, гладенькая. Сейчас мы ее разрежем только после того, как положим ее в духовку. У меня разогревается, посмотрите, на 220 градусов должна быть разогрета. Разогревается у меня вон там форма, в которую я сейчас буду класть наш хлебушек. Так. Форма разогрета. Достаем. Так. Хочу вам подсказать, что хлеб можно выпекать вот в таких кастрюльках, также в чугунках, в утятницах и в различных других формах. Надрез нужно делать достаточно глубокий, тогда хлеб красиво раскроется. Видите, не просто там небольшой разрез, а именно глубокий до конца. Тогда раскрытие будет очень красивым. И мы видим с вами, что там у нас семена. Посмотрите. Не ужечься бы форму. Видите, там семена. Он красиво раскроется и будет очень вкусный. Ну что, через час у меня будет свежий хлеб. Кладу его сюда. И сейчас будем убирать в духовку. Мне задавали вопрос, что получается очень жесткая корочка у хлеба. Так вот, чтобы корка была очень хрустящая и аппетитная, нужно сделать пар. Я делаю вот так брызгалкой, разогрев духовку до 220 градусов. Я сначала брызгаю воду, чтобы образовался пар, ставлю, еще немножко брызгаю и затем закрываю. Вы, наверное, знаете, что горячий хлеб кушать нельзя. Еще раз. Так звучит. Потом я покажу, как он хрустеть будет. Ну что, друзья мои, пока хлебушек будет наш остывать, я его поставлю вот на такую подложку. Так, он горячий еще. Оп. Если вы не снимете с подложки, не поставите на решетку его, то корочка совсем будет квеклая там. Здесь просто можно немножко смахнуть, и все готово.